Нас все время спрашивают, почему мы из Бали переехали в Польшу, и мы все время уворачивались от этого ответа, не давали честный, искренний ответ, но сегодня просто откровение от всего сердца, максимально честно, максимально искренне, потому что здесь есть вот это. Невероятный легалайз запрещенки. Самая вкусная и сладкая традиция, которую только можно себе представить, которую мы послушно соблюдали, даже отсутствуя в Польше 4 года. Так, нам в комментариях поляки написали: вы что, белорусики вообще, что ли? Мы тут круглый год катаемся на велосипедах и все окей, а вы тут переживаете. Тем более, что зима уже почти закончилась, и сейчас начинается уже весна, запах весны. И сегодня, кстати, еще тłusty czwartek. Это все-таки bardzo duży święto, taki ostatni dzień przed postem, kiedy wszyscy Polacy objedą się jak najbardziej фоворками и пончиками. Поэтому у нас сегодня 2 в 1. Мы сначала накручиваем педали, потом объедаемся пончиками, и потом мы опять накручиваем педали. Какой тут может быть здоровый завтрак? Не, только не сегодня. Dzisiaj tłusty czwartek. Далее велики достали, погнали в поисках пончиков. Давим на педали. Фух! Очень бодрящая прогулочка. С непривычки болит седалищное, все седлище болит. Блин, что-то мне кажется, мы поздно выехали за пончиками. Мы, наверное, не успеем. Настя, мы не успеем. Нам придется сегодня без пончиков просто педали крутить. А остановились снять это чудо. Смотрите, какая гигантская очередь за пончиками. Ну, у поляков считается, если ты не съел пончик, то тебе не повезет. Надо пончик хотя бы один съесть. Вот, поэтому вот все стоят. Блин, интересно-то люди с работы отпросились? Почему, как они могут стоять в такое время? Идея для бизнеса. Ну ладно, да, это хороший, кстати, лайфхак. Не сегодня есть пончики, а просто на неделе, потому что их продают и делают в форсированном, усиленном, интенсивном режиме всю неделю. Так а как не сегодня? Нужно же именно сегодня съесть. Это же такое, это традиция такая. Мне кажется, мы найдем свой пончик. Что? Мне кажется, мы найдем свой пончик. Ну, поехали дальше искать. О, это, кстати, одна из самых известных сетей, хлебных сетей, пекарен. Здесь нет очереди. Кто-то выходит, но очереди нет. Ну, там такой масс-маркет. Давим на педали. Что? Бизнесовые бизнеса. Вот нас все спрашивают, где мы работаем постоянно, хотя мы видео делали про это, а все спрашивают. Вот здесь работаем. Ну, в офисе сейчас я переоденусь в пиджачок, туфельки на каблуках и буду синим планктоном. Да, а я буду зеленым планктоном. Каждый выбирает себе цвет, мы как бы в свободной стране, да, you know? Ладно, не обижайтесь. Никого не хотели убить. Ни зеленых, ни синих, никого не хотели обижать. Ну, просто приехали на работу, но сначала за пончиками. Представляете, мы тут сидим себе, приехали в офис на работу, не успеваем переодеться. К нам подходит человек, говорит: можно с вами сфотографироваться? Мы с мужем смотрим ваш канал, очень крутой. Да? Спасибо большое. А какой именно? Польский? Ну, польский. А, польский, да. Короче, с нами фотографироваться хотят. А я не понимаю, я ж не певец какой-то популярный, чтобы с нами фотографироваться. Давайте с женой сфотографируйтесь. А со мной? А, со мной тоже можно. А, ну как блогер буду с камерой. Для нас это непривычный формат, но нам очень приятно, что подходят люди, дают обратную связь, говорят добрые, теплые слова о нашем канале. И еще раз искренне благодарим всех за поддержку. Спасибо. Спасибо за обратную связь. Вот, приехали в центр, все тут вокруг едят пончики. Да, все идут с пончиками и все их продают. О, молодежь тут с пончиками уже. Вот тут где-то видно какая-то очень
большая, пончиковая. И все прям с ней идут с коробками. О, а вот и очередь. О, сколько людей стоит за донатами. Сегодня, наверное, бизнес прям очень хорошо идет. О, это специальные отряды полиции выделяют на всякие места, где продают пончики, чтобы не было драк за пончики. Еще пока города не знаешь, короче, блин, заблудились, круги намотали, но покатались. Мы приехали в центре в одно заведение, которое нам посоветовали знакомые. Мы как-то тут уже покупали сладости на какое-то мероприятие семейное. Решили заехать, взять на вынос, поехать в какой-нибудь потом парк, взять горячий напиток еще где-нибудь, посидеть и на свежем воздухе отведать пончиков. Заведение достаточно популярное, была очередь не такая гигантская, как до этого мы видели, уже и показывали, но все-таки были люди, и ценник здесь такой выше среднего. Но раз приехали, мы решили взять тут и в надежде, что будет что-нибудь особенное. Так, пончики взяли, осталось взять горячий напиток. Как вы знаете, мы любим чай пуэр пить по утрам, но иногда вот для разнообразия матча латте мы тоже показывали, что матча латте очень круто бодрит. У нее такой серотонинный прилив, поднимает настроение. Особенно, когда тебе каких-нибудь злых комментариев напишут, и ты такой расстроенный. Я очень чувствительный, на самом деле, ранимый человек. И никому не желаю зла. И когда приходят какие-то злые люди, обижают нас, то я расстраиваюсь. Вот. Но матч помогает. Сели возле самого красивого здания в Польше. Все, кто так считает, что это самое красивое здание в Польше, поставьте лайк. А все, кто не считает, поставьте тоже лайк. Вот. И смотрите, какая у нас красота. Это, к сожалению, не все нам. Мы решили побаловать и девчонок, потому что обычно мы очень контролируем сахар у них. Но я думаю, все нас поймут. Мы же в Польше. Сегодня же день пончика. Тлустый чвартек – это день, когда официально, легально, юридически и по-всякому. Ментально, физически, психологически. Совестливостически. Субординатически. Гимнастически. Практически. И практически. И теоретически. И теоретически, и гипотетически можно есть сладости. Пончики. Но это получается около религиозный праздник, да. Потому что он связан с постом. В наших странах обычно этот праздник похож. Есть похожий праздник, это Масленица. Но вот Тлустый чвартек это чисто эксклюзивно запатентованный польский праздник. Вот. И никто не имеет на него права претендовать. Вы там свои блины на Масленицу ешьте, а пончики нам, полякам, прошу заставить. С чем? Панда. Очень по-нашему, по-азиатски. Да. Но пончик как пончик, первое ощущение дико сладко. Я не привыкла. Я привыкла к финикам, там, не знаю. И когда все время я позволяю себе такую роскошь, иногда съесть реальную, жирную, классную сладость, классический десерт, вот типа пончика, мне очень сладко. Просто у меня все рецепторы такие, типа, что происходит? Но когда на постоянке вот это ешь, то, конечно, они привыкают. Сегодня святой день пончика, мы едим пончик, а потом будем есть сельдерей. Нас благословили на государственном уровне, благословили на нутрициологическом уровне, благословили на религиозном уровне. Все, с завтрашнего дня, кстати, пост. А мы, кстати, завтра как раз собрались проводить, типа, закрой ты, Дима, рот, да? Может, уже и да. Закрывать рот пончиком, это тоже прекрасно. Когда редко, то прикольно. Настя мне за кадром сказала, что она, конечно, не в восторге. Вот, говорит, что ожидала большего вау. Ну, типа к тому, что мы просто поехали в это кафе, нам его посоветовали. И что ты... Ну, они там не дешевые, сколько они там стоят? Не хочу говорить на камеру. Почему? Ну, все скажут, что мы выпендриваемся.
Давайте сейчас перенесемся в Бедроночку, я покажу вам, сколько стоят обычные пончики в Бедронке. О, какой беспредел, смотрите. 4 злотых, это $1 за упаковку. Представляете? Беспредел. В Бедроночке, в Бедроночке. А состав посчитаем. Сахар, сахарная пудра, сахар крупный, сахар мелкий, мука белая, мука с сахаром, сахар с мукой, мука подслащенная, 3 сиропа, глюкозы. Сахар. Ты посмотри, даже дрожжи, посмотри, сколько ешек. А, ну да, куча ешек. Блин, ну конечно, ну $1 упаковка вообще, представляете? Блин, короче, берегите себя, люди, реально. Мы не против пончиков, не-не. Мы не против, берите что-нибудь в пекарне, там, блин, хотя выглядит такое, как бы, и так бы и зарылся туда лицом. Вот, например, почему бы вместо этой упаковки не купить себе свекольный сок и все. Ну ты зануда. Ну я, да, я душнила. И душнила. Не, почему бы не взять пончик и просто выпить сок? Душнила просто. Я же там уже всех воротит возле экрана от такого душноты, от такой преддверии праздника. Вот это вот у них обязательно, ну у них реально, говорят, все едят, традиция, они там на работу приносят упаковками. И нужно прямо объесться. Вот такая, вот такие стенды. Короче, пончики это традиция. Забавно, что они в замороженном виде вот так вот производятся гигантскими пачками, а потом размораживаются. Вот написано, что разморозка идет, процесс разморозки. Так вот, короче, мы вернулись, и видите, мы не загонные, мы едим, да, мы не душнило, едим. Ну, вообще мы отвыкли есть такое сладкое тесто. В той же булке на уровне по сравнению с этими. Мы решили быть не такусиками. Купить в модной пекарне. Но, если честно, того не стоит. Не стоит, я уверена, того, чтобы долго куда-то стоять. Не стоит, так как мы ехать в какую-то особенную пекарню. Я пробовала в Пулке, вот просто в сетевой пекарне пончик с пожечком. И мне прекрасно. Он даже вкуснее, чем этот. Просто можно уважить традицию и купить там, где нет очереди, не тратить время. И... Но справедливости ради надо сказать, что мы не ели во всех пекарнях. Поэтому, возможно, если кто-то знает, вот как люди стоят, что-то берут там, конкретно вот выстаивают эти очереди, может, они знают, что там что-то божественное. Вот, но вот лично по нашей вот практике, ну, короче, что-то ехали. Но мы ехали просто, чтобы покататься. Ну, в итоге могли просто в Пулке в этой взять и все. А? Квест прикольный, типа, да. Главное, что мы нашли свой пончик и квест выполнили. Так говорят, в этот день обязательно нужно съесть пончик. Я надеюсь, у меня не висит варенье. Там все у тебя грязное, на самом деле, я тебя снимаю, у тебя тут... Ты сама как пончик. Ладно, я и есть сладкий пончик. Ладно, я не стесняюсь, на самом деле, быть обычной, с косметикой, без, в джеме. Но потом, когда я смонтирую, такая: Дима, ну ты же мог бы, блин, вот это вот или вот по-другому. Так вот, у меня уже просто... у меня есть пончик заткнуть рот. Даже мне уже неудобно. Самый шикарный кляп ever. Хотя бы один пончик нужно в этот день съесть. Поэтому я сказала, что все, будет удача у нас. Я хотел рассказать, что вот это в этой коробочке, это еще пончики. Мы взяли отдельно, чтобы занести нашей соседке. Это полька, обычная женщина, соседка, которая поступила недавно очень интересным способом. И как именно и почему мы понесем ей пончики, расскажу в следующем видео, которое будет называться «Вся правда о поляках», потому что очень много чего есть рассказать. Пойдем сейчас передавать пончики, которые купили соседки. Нам немножко неловко, потому что мы все время стесняемся. Мы, стесняемся по поводу без повода. Постоянно стесняемся. Короче, очень... Не знаю. Короче, давай стучимся. Фух, короче, передали пончики, все хорошо, было очень такие, блин, еще польский этот корявый сразу из-за волнения, начинаешь что-то поговорили, короче. Вспотела. Вспотел. Сегодня у нас похмелье от сладкого.
Пьем чай. Вчера перепили матчу, кстати, была слишком острая. Крепкая. Сегодня вернулись к нашему шупуэру. Ну, ваше здоровье. Прикольная фишка шупуэра, что сколько бы ты его ни заварил, он никогда не будет терпким. Такой, как цейлонский чай. Ну, тот чай, который в чефир заваривают, он никогда не будет. Он будет таким густым, перенасыщенным вкусом уже прям, но никогда не уйдет в терпкость, потому что он ферментированный. А вот шенпуэр, который Настя пьет, он может быть крепким и терпким. Он зеленый. Но он классический такой, по вкусу классический зеленый. Для тех, кто любит. Пончики были не самые крутые, но они были. И это самое главное. Умение радоваться тому, что есть. Это вот то, что мы сейчас практикуем в жизни. Прямо сейчас. Вот сию секунду. Смотрите. Радуется тому, что есть человек. И я радуюсь тому, что есть. Лиана разбила нам нашу чашу справедливости. Придется, мы взяли такую стекляшку, это от френч-пресса маленького. А чаша справедливости, это которая, знаете, вот это вот гайвань, ты в ней завариваешь и сливаешь в чашу справедливости, чтобы он равномерно там перемешивался, и уже равномерно заваренный чай ты разливаешь по пиалам, поэтому называют чаша справедливости, что типа равномерно размазанный уже заваренный чай. Но мы в этом узрели, конечно же, философский глубокий смысл. Разбита чаша справедливости, и жизнь иногда бывает несправедлива, так кажется. Но если ты постоянно привык жить в претензиях к миру, и тебе кажется, что тебе всегда чего-то не додали, и жизнь в целом несправедлива. Чаша справедливости разбита, и поэтому больше никакой справедливости. Не обессудьте. Разве это справедливо, что я пью такой вкусный шупуэр в данную секунду, а вы нет? Это несправедливо. Но такова жизнь. Принимаем то, что есть. Мне почему-то кажется, что люди там на той стороне экрана сейчас такие начали смотреть про пончик и думают, что происходит вообще? Что происходит? Что вообще происходит? Кто эти люди и почему они задвигают какие-то странные вещи? Всем вам в ваши сердца добра, любви, в наши сердца тоже, из наших сердечек вот в ваши сердечки, из ваших сердечек в наши сердечки, потом вот эта вот вся любовушка, доброта, она вот так вот все в воздухе будет летать. Буду заканчивать, а то, мне кажется, я могу сейчас до вечера говорить. Все, увидимся в новых видео. Пока-пока.